вчера узнаю, что Юлия Навальная, вдова Алексея Навального, избрана председателем международной правозащитной организации Human Rights Foundation вместо Гарри Каспарова. И вот прямо я вспомнил эту поэму про заседавшиеся. То есть помните, убивают Алексея Навального. Выходит Юлия Навальная и говорит, я буду лидером русской оппозиции вместо него. Проходит уже несколько месяцев, по-моему, с момента убийства Навального. Где результат ее работы? Вот, избрана председателем международной правозащитной организации Human Rights Foundation. Теперь сможет заседать. Каспаров был председателем этой организации с 2012 года. Вы слышали что-нибудь про деятельность этой организации? За 12 лет вы слышали, как организация Human Rights Foundation во главе с Каспаровым смогла что-то сделать для свержения путинского режима? Я нет. А Юлия Навальная какое дело собирается подхватывать у Алексея Навального? Его делом было свержение путинского режима, а не Human Rights Foundation. Правильно? Насколько я помню. Не борьба за права людей. И тем более фонд. То есть как бы фонд борьбы за права людей. Она просто заседать решила. Ну, похоже так. Они решили променять революционную борьбу на очередные заседания. И мне все это просто, это уже такое, знаете, финальная точка в борьбе российской оппозиции. Не всей, да, есть Русский добровольческий корпус, Легион Свободной России и Силы Сибири, или как там ее называют. Но это все. Все остальные бесконечно заседают на форумах мира, форумах Свободной России, но теперь еще будут заседать в Human Rights Foundation. Вот как можно было именно вместо Каспарова? Я подумал, может, я думал, что это организация каких-то россиян. Нет, зашел на сайт, там десятки работников из всех стран мира, из Украины даже есть. Откуда угодно есть работники, что-то они там с чем-то борются. Результат работы неизвестен, как вы догадываетесь. Основана эта организация в 2005 году, открыл офис в Нью-Йорке, финансировал организации, согласно информации на сайте, в основном за счет щедрых пожертвований, поддержки частных лиц и фондов. Навальная заявила, что сотрудничество с Human Rights Foundation поможет ей и всей команде ФБК продолжить дело Алексея. Вот что-то Навальный, мне кажется, сидел вообще не в президиумах и не прозаседался, а сидел он в тюрьме. В тюрьме, а не в фондах каких-то. Это, мне кажется, вот просто такое обесценивание всего, что было до сих пор. Назначиться на этот Human Rights Foundation. Бесполезная абсолютно очередное 20-тысячная организация. 20-тысячную по счету. Мне лично так кажется. Я даже проверил, у них бюджет $12 миллионов в год. Это вы за $12 миллионов собрались Путина свергать и Россию менять? Ну иначе в чем смысл-то? И почему до этого Каспаров, вот там огромную кучу каких-то людей, какие-то имена, фамилии и все такое. Раньше Каспаров возглавлял, теперь Навальный. Это по наследству передали, что ли? Преемника нашли? Мне кажется, вот там некоторые в русской оппозиции радуются этому назначению. По-моему, нужно просто вам в российской оппозиции плакать по этому поводу, что вы вот это все дело Алексея Навального слили в унитаз вот согласием на такое назначение. Я проверил, кстати. У них там есть Ukraine Solidarity Fund. То есть вот у этого Human Rights Foundation есть Ukraine Solidarity Fund, фонд солидарности с Украиной, внутри этой организации, которую теперь возглавляет Юлия Навальная. Вот написано, раздел О, то есть about. The Ukraine Solidarity Fund works to provide aid to Ukrainians in need and expose Putin's war on democracy and freedom. То есть вот этот фонд солидарности с Украиной помогает украинцам, которые попали в беду, и высвечивает путинскую войну, борется с демократией и свободу. Там у них у нас 3 стратегии: гуманитарная помощь, креатив кампейны, глобальная платформа, потому что мы поднимаем истории из Украины, которые там и героическое сопротивление украинского народа. Мне вот интересно, раз там у вас уже есть, то вот сейчас Юлия Навальная назначена новым директором этого фонда в Нью-Йорке. Она завтра начнет помогать Украине или как? А то она боялась про Украину говорить, ни одного слова не сказала про Украину. Про войну молчит, правда? А сейчас будет или нет? У нее же теперь в фонде эта программка есть. В общем, честно, мне это вызвало такое отвращение, что, во-первых, я, вот видите, нашел стихотворение Маяковского про заседавшиеся. А во-вторых, вот реально, мне захотелось просто продолжить дело Маяковского в связи с назначением Юлии Навальной вот этим председателем Human Rights Foundation. Я решил, что продолжу в стиле Маяковского.
не ради пайка Цыковского, без всякой такой торжественности обращусь в стиле Маяковского к российской либеральной общественности. А вы спросите, может, госпожу Навальную, все равно с ней на стримах своих общаться будете. А не пора ли принести пользу реальную? Вы когда уже народ-то свой глубинный разбудите? Ведь лезут и лезут на Запорожщину, Донеччину, Луганщину, Крымщину, Херсонщину от имени государства вашего недоделанного. И рассказывают потом Зорькину в плену, мол, дело общее на наших оккупированных территориях они делали. А может, вместо Human Rights Foundation вспомнит героическая женщина, что муж ее сидел не в президиуме, а в колонии Полярный Волк, последний раз его там именно и видели. Я понимаю, как хочется на место Каспарова. Только выходит, что два сапога паровые. И еще, пользуясь случаем, уже к вам, дорогие зрители. Вы лайк мне за это стихотворение поставить не хотите ли? И не пора ли на канал Шительман оформить подписку? Потому что есть в нем, пусть не ленинская, но искра. Вот так. Заканчиваю на этом тему российской оппозиции в этом выпуске. Вы смотрите Шительман за сегодня от 2 июля. И я не шутил, когда говорил, что надо подписаться на канал Штельман. Очень вам благодарен. Вчера пополнились мы еще 1000. Сейчас набираем 454-ю, 454. Вступайте в ряды канала Штельман. Есть в нем не ленинская, но искра. Нет повести печальнее в этом мире, чем Козыри 454. Подписывайтесь на канал Штельман, ставьте лайк, а мы дальше обзираем сегодняшние события. И президент Зеленский в интервью «Филадельфия» был очень категоричен. Он сказал следующее: Украина не хочет больше воевать. А Россия хочет, но не может. У нее нет патронов. Наступление России на Харьковском направлении провалилось. Как только Запад прекратит бояться, что будет с Россией без Путина, то Россия без Путина скорее наступит от этого. Невозможно одной рукой помогать Украине, а другой жать руку Путину. Так мы не победим Россию. Мы все те, кто защищает не только Украину, а Украина, которая защищает все демократические страны, в которые Путин может пойти дальше. Я не понимаю, зачем нужно давать интервью сыру, тем более мягкому сыру. Филадельфия, это же, по-моему, мягкий сыр. Ну, зачем-то решили дать интервью мягкому сыру. Но сам тезис очень важен, что, дескать, Запад отказывается побеждать и уничтожать путинский режим. Да, путинский режим проиграл битву за Харьков. Да, у него действительно кончились патроны, как говорит Зеленский, ему виднее, как главнокомандующему, конечно. И вот сейчас нужно добить Россию, вот просто добить Российскую Федерацию. Не вступить вдруг с ней в переговоры, а добить ее прямо сейчас. Но наступает совершенно другой этап. Сейчас нам будут рассказывать, что давно уже идут переговоры, что все со всеми договорились, что там в офисе президента уже давно есть план Б, С, Д и все такое. Я вам вот что скажу. Есть ли переговоры? Наверняка какие-то есть. Разговаривают ли тайно американцы с какими-то тайными россиянами? Наверняка разговаривают. Сколько шансов у этих переговоров? Мое личное мнение Штельмана. Близко к нулю. Вот так вот. Нет, во все эти заговорческие теории, что якобы там какой-то Колокольцев плюс какой-то российский план, который на самом деле будет выдаваться за американский. Но Зеленский мягко сейчас намекает, что, ребят, вот это выступление, когда он дает интервью сыру, он намекает, что, смотрите, давайте лучше порвем их. Давайте лучше свернем их башки, а не будем с ними договариваться. И с сегодняшнего дня, я думаю, теории заговора о том, что прямо сейчас идут мирные переговоры с Россией, станет больше вот настолько. Даже вот настолько. И вы догадываетесь почему. Потому что к нам сегодня в Киев приехал Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии. Я как раз, когда узнал о Викторе Орбане, я ровно в этот момент слушал интервью Лёвы из Би-2, ну что-то вообще про русскую культурку там. И он говорит, он хотел сказать про Рому Зверя, помните того человека, который сначала выступил типа против войны, а потом поехал на Донбасс помогать убийцам нашим. И он его по ошибке оговорился человек. Я, говорит, с Ромой Змеем, он сказал, я с Ромой Змеем созванивался, с Ромой Змеем, не Ромой Зверем, а Ромой Змеем. Но действительно, человек, который и нашим, и вашим, это змей. И вот такой Рома Змей к нам приехал под видом Виктора Орбана. И поэтому сейчас будет много рассказов, что, дескать, ну все, он привез мирный план. Что это его имел
в виду. Имел в виду президент Зеленский, когда говорил, что нам нужен посредник, такой а-ля Турция, который договорится. И вот типа что, Орбан будет этим посредником между Украиной и Россией и сможет установить мир, потому что, дескать, у него там это, он сейчас же, Венгрия председательствует в Евросоюзе. Тем более, что слова, которые сказал нам Орбан, они, в общем, в эту калитку, да. Он анонсировал первые шаги к миру, Орбан. Что он сказал? Он давал интервью перед тем, как ехать. Если вы посмотрите завтрашнюю прессу, завтрашнюю это сегодняшнюю, он говорил вчера про сегодня, да, вы уже увидите первые шаги к миру, после чего стало известно, что он едет в Киев, и это, видимо, и должно рассматриваться как здесь первые шаги к миру. Он отметил, что американцев нельзя оставлять в стороне, когда речь идет о будущем Евросоюза и российско-украинской войне. Он считает, что ЕС придется готовить к ситуации, что рано или поздно россияне и американцы договорятся друг с другом. Где здесь будет Европа? Кто будет представлять наши интересы? А какие наши интересы? Сказал он, добавив, что венгерское председательство не может ответить на эти вопросы самостоятельно. О чем говорит Орбан? Слушайте, ну мы сейчас будем помогать, говорит, Украине воевать с Путиным. А потом, завтра, американцы договорятся с россиянами. А мы в этом, потому что мы-то все помогаем воевать. Давайте, говорит, мы тоже будем помогать не воевать. Но помогать не воевать, это все, что не помогать воевать. А не помогать воевать, это все, что помогать проигрывать. Не зря все-таки партия Орбана и страна Орбана, Венгрия выбрали себе. Вот видите, я оговариваюсь, Рома Зверь, Рома Змей. Выиграли себе слоганом председательства в Евросоюзе. Их председательство началось вчера. Фразу «Make EU great again». «Make Europe great again». То есть взятую парафраз из слогана Дональда Трампа на выборах. Вот такая поездка. И я вам скажу, что я нет. Меня сегодня на Крещатике не ищите. Я там прогуливаться не буду, встречаться с Орбаном я категорически отказался. С Джонсоном виделся, с Кэмероном, да, не с тем, который Титаник снял, а который министр иностранных дел, но нет. Вот Орбан просто строго, я вам скажу, я нет. Шительмана на переговорах не ищите. Вообще, нам теперь не хватало только премьер-министра Словакии, я считаю, этого самого Фицо, потому что 14% словаков хотят, чтобы Россия победила Украину. Причем большинство из них это как раз-таки избиратели Фицо. Но есть и хорошая новость для нас. Всего 14. 14% это много? Много. Ну, типа в европейской цивилизованной стране 14% хотят победы адской фашистской России. Да? Но все-таки 33% желают победы Украине. Остальные туда и сюда и хотят, чтобы все закончилось временным миром без победы одной из сторон. Временным миром без победы одной из сторон. То есть хотят перемирия остальные. 33 хотят, чтобы мы победили, 14, чтобы победила Российская Федерация. Но одной рукой так, в данном случае мы в хорошем смысле говорим про одну и другую руку, потому что Словакия решила взяться за поставку оружия Украине. О подготовке снарядов для украинской артиллерии заявил президент страны Петр Пеллегрини. Он напомнил, что Словакия поставляет в Украину электроэнергию, чтобы восполнить дефицит из-за обстрелов России украинских ТЭЦ. И стала теперь поставлять нам также артиллерийские снаряды. Поэтому не такой уж он и Рома Змей получается. Нет, ну, конечно, Фица Рома Змей, а Словакия нам, в общем-то, не такой уж и враг, чего уж там. Ну, а если уж про проценты я за нее заговорил, то давайте про Украину. У нас же сейчас тоже начнется разброд и шатание. Нас пытаются расшатать, давайте честно. План Шатун в действии. Нас пытаются расшатать через вот эти рассказы о мирных планах, о том, что да сейчас, что вы воюете, сейчас все американцы договорятся с русскими. Не договорятся. Не договорятся. Сейчас не договорятся. Сейчас не договорятся. И вот постепенно расшатывают. У нас 44% украинцев верят в единство в обществе. 44%. А 15% видят разобщенность. Но в то же время, опять-таки, 44 и 15 это как в Словакии. Много ли, что 14% хотят победы России? Много. Но все-таки 30 с лишним хотят победы Украины. Так и здесь. 15% видят разобщенность в обществе, но 44% видят сплоченность. Значит, так, в равной степени есть элементы единства и разобщенности считают 36%,
В чем видят в Украине разобщенность? В случаях коррупции 16% считают, что разобщенность у нас в коррупции. А в чем в коррупции разобщенность? Мы что, на разных сторонах? У нас есть коррупционеры? Есть. Их много, но их не 20%. Да? Это какие-то отдельные люди, коррупционеры. И мы все против коррупции. В чем разобщенность, я не понимаю. По языковому вопросу 14% видят разобщенность. Много. Я не видел, честно, разобщенности по языковому вопросу. Видимо, мне пока не попадалось. Ну и недоверие к действиям власти, официальная информация от власти. 13% видит разобщенность. Это разобщенность между властью и народом. Тут соглашусь. Вот то, что у нас растет, это разобщенность между властью и народом. Внутри народа я пока разобщенности не вижу. Пока все знают, что вот враги у нас одни, россияне, Российская Федерация, что с ними надо воевать. И тут, в общем, все едины. А вот то, что растет разобщенность между властью и обществом, тут я могу сказать. Все равно у нас еще достаточно высокая степень доверия общества к власти. Больше, чем была до войны. По-прежнему больше, чем была до войны. Ну вот тупо. По-прежнему больше, чем была до войны. Угу. Вот одно из писем под моим пятничным стримом, помните, я рассказывал как раз про то, почему я все-таки поддерживаю по-прежнему власть в Украине. И вот пишет девушка: в феврале 22 года я работала за пределами Украины. 24 февраля 22 года я с ужасом читала и смотрела новости, звонила детям в Киев и не знала, что будет дальше. И да, я, наученная горьким опытом и лживой пропагандой, с удивлением, радостью и надеждой читала, что наше правительство не сложило лапки и не сдалось на милость огромной страны. Что они не уехали из страны, что они стали на защиту нашей Родины, что наши люди без оружия останавливают танки, бросают коктейли Молотова и не собираются капитулировать. Когда Хвальнюк в пустом Киеве пел «Ой, у Лузы», червона калина, и я испытывал чувство гордости за нашу страну и за наших людей. И я поняла это. То, что Портников называет самоидентичностью. Я смогла вернуться в Украину в марте 22 года. И с 13 апреля 22 я постоянно нахожусь в Киеве. И я знаю, что мы, что наша Украина уже победила, потому что мы на стороне добра, пишет мне Елена из Киева. Я вам скажу, что все-таки, да, и Портников прав про самоидентичность, и Елена права про вот это единство, которое у нас все равно остается. Вот вам, кстати, новый случай такого единства. В Ирпене, недалеко тут от Киева, наверное, слышали. В Ирпене набрали на работу женщин-водителей маршруток. В частности, женщина вышла на маршрут 389. Такой опыт перенимают во многих городах из-за нехватки мужчин. Мужчины ушли на войну, а женщины теперь водят маршрутки. Это, по-моему, тот самый Это тот самый пример единства Украины. Единства. Потому что, да, мужчины на войне, а женщины водят маршрутки. Ну что поделать. Женщины же не сказали: о, все мужчины на войне, маршрутки не ходят, поеду я в Словакию. Нет. Женщины сели за руль маршруток. Мне кажется, есть в этом большой символизм. Теперь что там у мужчин на войне, рассказываю. Вчера был не самый хороший день в нашей военной истории. Не знаю всех подробностей, но вот россияне сообщили, это россияне, им я не доверяю, что в результате удара по аэродрому в Миргороде они уничтожили 5 наших самолетов Су-25 в Полтавской области. Били Искандерами М. Наши источники, опять их нет стопроцентных, никто вам 1000% информацию не даст, подтверждают, что сколько-то, не 5, но сколько-то наших самолетов действительно были уничтожены российским ракетным ударом. Летчики не пострадали по, опять-таки, сообщениям этих источников. Вы все знаете наверняка эти источники, но я даже ссылаться не буду, потому что все это, подчеркиваю, это всего лишь от Шетельмана, то есть в данной ситуации это ненадежно, но и нельзя пройти мимо. Нельзя пройти мимо, потому что я не могу у себя там на канале рассказывать только о победах, когда есть что-то такое действительно тревожное. Надеюсь, что скоро прилетят новые самолеты, потому что я подозреваю, что именно с этих самолетов сбрасывали мы Storm Shadow, сбрасывали мы скальпы на головы проклятых российских оккупантов. Интересные вещи рассказывает нам Рогозин, как ни странно. Рогозин, то, что я заговорил о Рогозине. Я сейчас заговорю о Рогозине в положительном, позитивном смысле.
Я считаю, что это уже такое личное переживание большое, что вы обязаны просто поддержать меня и подписаться на канал Штельман за то, что я, ну просто когда вынужден, что делать, вынужден, говорить о Рогозине в позитивном контексте, и я буду это делать, когда надо для общего дела. Итак, Рогозин. Рогозин, кто такой Рогозин? Это мы его ранили в пятницу в Донецке однажды в ресторане. Ему попало осколком. Этим он, собственно, знаменит сенатор Рогозин. Раненый в зад сенатор не в каждой стране вообще существует. Но там существует. Еще и в ресторане. Ранен в ресторане в зад осколком украинского снаряда сенатор Рогозин. Сенатором его считают в России, типа как избранного от оккупированной Запорожской области, этот самый Рогозин. И вот он рассказал следующее. Про Запорожскую свою эту самую область. Что в районе Васильевки украинские силы используют ударные дроны Баба-Яга при попытках заходить в тыл российских позиций и поджигание полей и лесополос. Он отметил, что ему не нравится такая тактика ВСУ. Не, ну а кому она понравится? Она только ВСУ и нравится. Нашим противникам такая тактика, безусловно, не нравится. Украина активно использует ударные дроны на Васильевском участке. Он рассказал об этом в своем телеграм-канале. Применяет беспилотники Баба-Яга вдоль берега бывшего Каховского водохранилища. Там сейчас берега нет, естественно, потому что нет водохранилищ, но вдоль этой условной линии. Город Васильевка находится вблизи вот этих берегов, так называемых. Оттуда пытаются заходить в тыл российских позиций. Днем же эти дроны используются для поджигания полей. То есть мы выжигаем россиян, поджигаем под ними траву. В буквальном смысле, чтобы под россиянами горела украинская земля. Понимаете? Под ногами оккупантов должна гореть земля, и мы сейчас это делаем. Но это правильно. Лучше мы сожжем траву, лес, там, все что угодно вместе с россиянами. По такой-то погоде, раз они сидят в лесах. Надо этим заниматься, правильно? Был бы у нас напалм, мы бы их и напалмом, я думаю, полили. Таким образом, пишет Рогозин, враг начал разминирование этого участка фронта, провоцируя пожары на полях и лесополосах. Там же, естественно, все заминировано вокруг. И когда вот это все горит, то эти мины взрываются. Военным специалистам такая тактика ВСУ должна о чем-то говорить. Не нравится мне все это, написал Рогозин. Он пояснил, что Баба-Яга – это такой ударный беспилотник, который развивает скорость до 60 км в час, несет 6 боеприпасов, а рядом с ним летит FPV-дрон, который еще может пикировать на цель и сбрасывать боеприпасы на нее. Такой дрон более скоростной и шустрый, но у него быстрее садится аккумулятор. Да. Тогда он, возвращаясь на базу, меняет его на новое. Бабу-Ягу могут сопровождать дроны камикадзе. Около 2 недель назад сенатор рассказывал, это вот сенатор так называемый Рогозин, что дроны Баба-Яга украинские военные стали использовать ночью для дистанционного минирования прифронтовых дорог. И дальше он писал, так обычно делается перед наступлением. К чему я вдруг решил цитировать Рогозина, пошел на такой мерзкий шаг, за который, напомню, вы должны поставить мне лайки, подписаться на канал Штельман. Может, правда? Может, он прав? Ну, может, тот самый уникальный день, когда они дважды не соврали. Они не соврали, что попали по нашему аэродрому, к сожалению. Но, может быть, он не врет, что у нас там начинается наступление на запорожском направлении. По времени пора. По времени пора. Смотрите. Говорил кто-то из американских больших военных стратегов сначала. Потом говорил вот этот сенатор Грэм, что так как российское наступление остановлено, то наступает время украинского наступления. Извините за тавтологию. Это раз. Второе. Зеленский в интервью сыру Филадельфия сообщает, что сейчас мы остановили уже наступление россиян, и сейчас весь мир должен объединиться вокруг уничтожения путинского режима, то есть дать нам побольше, и тогда не надо бояться поражения России. Это второй фактор. Третий фактор, ну просто мне, видимо, очень хочется в это верить, что мы все-таки начнем это наступление, которое мы не анонсируем. Ну, лето все-таки. Пора. Общая цифра уже 545 тысяч россиян. Кстати, как вы видите, каждый раз мы вот так рапортуем согласно данным нашего Генштаба. Ну, в общем, эти оценки потом находят подтверждение в ЦРУ, в Пентагоне, в британской разведке. То есть постепенно пресса догоняет. И сейчас уже цифра в 500 000 убитых и раненых россиян. Я давно говорю уже, что это не убитые россияне. Это убитые и раненые, выбывшие из строя россияне, 545 тысяч. И постепенно западные цифры догоняют вот эти цифры.
8 танков, 16 БТРов, 56 артиллерийских орудий и 3 реактивные системы залпового огня. 74 единицы техники и цистерн. 74 единицы тоже очень много как-то. Много. Вот. Но вот где будет этот удар, где будет это наступление? То ли Крым все-таки удушать дальше и, возможно, наступать на него, возможно, высаживать десант. То ли Запорожье, как предрекает Рогозин. Ну, потому что вряд ли мы пойдем на Белгород. Что нам делать с этим Белгородом? Не верю я. Будем ли мы брать Ростов? Нет. У тех, кто берет Ростов, плохая карма в России, насколько я знаю. Не будем мы брать Ростов. Поэтому либо запорожское направление, то есть туда же, на Бердянск, на Токмак, либо Крым. И вот в Крыму есть последствия нашей атаки, вот той, когда ракета в результате взорвалась и перебила гражданских оккупантов на пляже. В Российском союзе туриндустрии сообщили, что бронирование новых туров в Крым упало на четверть. То есть их там убили, и бронирование упало на четверть. То есть 3/4 по-прежнему считают, что это хорошее место, правильное место для отдыха, приехать отдыхать под ракетами. Значит, при этом этот показатель, который уже остался, то есть то, сколько бронируют сейчас, это все равно больше, чем в прошлом году. А продажи на август-октябрь остаются чрезвычайно высокими. То есть они бессмертны, они Рогозина не слушали. Ну, Рогозина, послушайте, я понимаю, что меня никто из этих туристов не слушает. Что предупреждение вооруженных сил Украины о том, что не надо туда ходить, никто не слушает. Ну, послушайте Рогозина, он вам прямо говорит, что Баба Яга к вам прилетит в голубом вертолете и бесплатно покажет кино, которого вы никогда не видели. Или вы все на это и рассчитываете, российские туристы, которые на август-октябрь бронируют туры в Крым. Может, он в октябре уже будет не оккупирован. Тогда приедьте. Кстати, вот тогда я рекомендую ехать. Ехать. Если у вас, например, тур на октябрь, а в сентябре ВСУ уже освободят Крым, то подъезжайте. У нас есть для вас интереснейшие предложения. Просто санаторно-курортный отдых мы вам будем прямо обеспечивать. Санаторно-курортный отдых. А россияне как могут пытаются, значит, усугубить отдых в Крыму тем, что они на пляже прямо в Севастополе поставили противоракетную систему, систему ПВО, извините, ЗРК ТОР М2КМ. Отличный просто выбор, это сообщили наши партизаны и прислали фотографию, как на пляже стоит зенитно-ракетный комплекс. Ну как на пляже, там такая скала над пляжем. Вот на скале стоит зенитно-ракетный комплекс, так, чтобы уже если сыпалось, то, как говорится, и плевал я с Эйфелевой башни на головы беспечных парижан. Да? На головы беспечных россиян. И плевал я с Эйфелевой башни на головы беспечных россиян. Сегодня была очередная атака ночью. Мы атаковали снова Севастополь. Об этом сообщил оккупационный гауляйтер Севастополя Развожаев. Повреждения, говорит, получили 3 машины, загорелись, говорит, заборы, выбило стекла. Всего над акваторией Балаклавским районом сбили 5 воздушных целей. Ну, раз такая история, ждем завтра, послезавтра фотографий средств ПВО, возможно, тот самый комплекс ТОР, о котором так много сообщали наши партизаны. Возможно, он давно уже и не ТОР, а РОТ наоборот. Ну, в смысле, вы поняли, что с ним мы сделали. И вполне вероятно, что о попаданиях просто мы узнаем чуть позже. Еще такая странная военная новость. Шри-Ланка потребовала у России компенсации за граждан своей страны, отправленных на войну в Украину. Семьи 17 погибших и раненых шри-ланкийцев не получили выплат, а некоторые столкнулись с досрочным расторжением контрактов и остались без выплат. Вот так Шри-Ланка на государственном уровне требует компенсаций от Российской Федерации. Когда я говорю, что Россия будет выплачивать за эту войну десятилетиями, то вы же понимаете, ну вот мы с международными нашими судами, с трибуналами, созданными ПАСЕ, ОБСЕ, с Гаагским трибуналом, это только уголовное преследование. Дальше начнутся коммерческие суды. Вот Шри-Ланка подаст международный суд на Российскую Федерацию. А Корея? Да, казалось бы, Северная Корея, Ким Чен Ын, все такое. А режим Ким Чен Ына не вечен. А граждане Северной Кореи, которые россияне собрались отправлять на оккупированные территории копать окопы,
Такие у меня есть подсказка. Они одновременно являются гражданами Южной Кореи. По законам Южной Кореи все северокорейцы, Северная Корея считается оккупированной территорией, поэтому там проживают по южнокорейским законам граждане Южной Кореи. И я думаю, какой-нибудь добрый человек, который иногда бывает в Южной Корее, мог бы подсказать южнокорейскому правительству, может быть, еще и подскажет, что имеет смысл подать в суд международный, так как это их южнокорейские граждане, они насильственно отправляются на Донбасс для того, чтобы там что-то копать, то можно подать в международный суд на Россию за использование рабского труда южнокорейских граждан. Опять-таки подскажу, вот сейчас еще живы люди, чей рабский труд использовался в фашистской Германии. И они сейчас получают свою честную зарплату, заработанную на заводах Круппа в 1944 году. Ну, прибавьте 80 лет, правильно? Значит, в 2104 северокорейцы, которые доживут, будут получать зарплату от Российской Федерации. Так, ну от серьезных новостей к чуть более безумным, наверное, пора переходить. Все-таки Россия безумствует, и мы не можем... Там еще Байден немного безумствует. Ну, до Байдена доберемся. Давайте сначала с «Безумной Россией». Им вообще пора создавать партию «Безумная Россия», потому что в Государственной Думе прошел круглый стол, прямо круглый стол по противодействию распространению сатанизма. Круглый стол по противодействию распространению сатанизма. Кстати говоря, наконец-то могу процитировать. Слушайте, у меня сегодня день цитирования плохих россиян в хорошем смысле. Вот я процитировал вам Рогозина, а теперь Ксению Собчак посмею вам процитировать, опять-таки в хорошем смысле. Вот прямо цитата дословно из ее телеграм-канала. В Госдуме собрали круглый стол и обсуждают сатанизм. А Байден-то на дебатах был не так уж и плох. То есть она понимает, что... Вот я же все время доказываю заочно Ксении Собчак всего одну вещь. Чтобы она, пытаюсь убедить ее, что надо перестать верить, что она живет в государстве некоем, что Российская Федерация это полноценное государство, настоящее. Это фейковое государство. Она пока все еще пытается находить какие-то признаки того, что смотрите, вот у нас троллейбусы ходят, там еще что-то. Не поможет. Троллейбусы ходят, это временно. Если ты троллейбусы, значит это временно. Если не троллейбусы, это тоже временно. Сатанизм. Сатанизм. В Госдуме в понедельник прошел круглый стол по противодействию распространению сатанизма, как я уже сказал. Участники призвали, это Государственная Дума, это парламент, чтобы вы понимали, они управляют Россией, призвали признать сатанизм экстремистским движением, а его проявления обнаружили в выступлениях Филиппа Киркорова, Ольги Бузовой и Инстасамки. Угу. Круглый стол провел Думский комитет по развитию гражданского общества и религиозных объединений. Режиссер Александр Барыкин сказал, что дух сатанизма есть в песне «Инстасамки». Веди себя безнравственно, не ставь перед собой духовно-нравственные цели, и ты будешь вознагражден, будут у тебя дорогие тачки. Такая механика пугает больше всего и несет в себе дух сатанизма, считает Барыкин. Запретить надо не только сатанизм, но и child-free, трэш-стримы и радикальный феминизм, сказал Иванишка. Он участвует в подготовке иска в Верховный суд о признании международного движения сатанистов экстремистской организацией. Иванишка попросил участников делиться материалами, демонстрирующими устойчивые связи с сатанистскими организациями, люциферианами, дьяволопоклонниками, теистическими и атеистическими сатанистами. Слушайте, опять Ростов-на-Дону. Вот я не специально, я не знал, когда говорил вам только что про Ростов-на-Дону и про торговлю ножками, что рожками тоже, оказывается, в Ростове-на-Дону. В школах Ростова-на-Дону проходили просветительские мероприятия, которые устраивала организация, на страницах которой была реклама церкви сатаны. Что-то Ростов просто неприкрытый пуп земли. Там и торговля ножками, и торговля рожками, и все это в несчастном вот этом Ростове. Да, Одесса мама, Ростов отец, как говорится. Вот так. Мне очень интересно, что такое трэш-стримы. Кто знает, child-free понимаю, радикальный феминизм догадываюсь, а трэш-стримы я еще не слышал. Кто знает, напишите мне в Facebook там внизу или куда-нибудь, что такое трэш-стримы. Может, я тоже проведу. Раз в России нельзя, значит, у нас надо. Просто надо. Но я никогда еще не проводил трэш-стримы и сам не видел. Исполнительный директор общественной организации Челябинцы
призвал ужесточить ответственность за сквернословие. Пчелы против меда, да, рок против наркотиков, челябинцы против мата. Челябинцы против мата. Звучат песни со сквернословием, дети смотрят мультики, где мы, взрослые, видим какой-то подтекст. С этим нужно бороться. А подтекстов в девочках 11-летних вы, значит, не видите, понимаю. Такой контент мешает внедрять идеологию духовности, нравственности и патриотизма. Пора разорвать этот замкнутый круг. Выступление закончилось аплодисментами. Мне кажется, вообще вот те люди, которые собрались на такой круглый стол, они все это смакуют, знаете. То есть сидят люди и смакуют разные виды. Вот они откуда все это узнали? Они откуда узнали, что торгуют рожками, что какой-то круг надо разорвать, что там церковь сатаны открылась, что трэш-стрим. Они все сидели, смотрели трэш-стримы все, что ли? Руководитель, слушайте, эта новость просто какая-то безумная, она никогда не кончается. Руководитель исполкома движения «Культурный фронт» Леонтьев призвал ввести не только административные, но и уголовные наказания для адептов, распространяющих экстремистскую идеологию сатанизма, и чиновников, которые бездействуют, способствуют тому, которые бездействуем, способствуют тому, что выйдем на концертах Бузовой и Киркорова. Понятно? То есть, когда человек налепил на себя цветные звездочки, за это должна быть, чиновник это допустил, должна быть уголовная ответственность. Депутат Государственной Думы, бывший командующий ВДВ, бывший, потому что нынешнего мы, по-моему, замочили уже на фронте, да, генерал-полковник Шаманов в завершении круглого стола, он главный, по сатанизму назначен главным бывший командующий ВДВ. Вот это правильно. Вот это правильно. Главный сатанист и командующий ВДВ в России одно лицо. Логично же, правильно? Пообещал сохранить государство и создать условия для будущих поколений, упрекнув Любимову, это министр культуры, и Пескова за участие в бесовских мероприятиях. Вот так. Бывший командующий ВДВ упрекает этого пресс-секретаря президента, так называемого России, Путина, в участии в сатанинских мероприятиях. Не, ну это все, что Вуди Аллен должен снимать фильм по мотивам этого круглого стола под названием «Все, что вы хотели знать о Российской Федерации, но стеснялись спросить». Ну, еще отдельная новость оттуда же, кстати, вот. Знаете, приговорили вчера к 14 годам колонии в России, заочно, правда, заочно, приговорили нашего журналиста украинского Дмитрия Гордона. И я вот что подумал. Вот приговорили вы сегодня Дмитрия Гордона. Гордон, слава богу, у нас в Киеве. Ему грозят ракеты, ему грозит бацилла этого, чем вы там нас пытаетесь заразить? Тифом и холерой. Тиф и холера Гордону грозят. Русские ракеты грозят. Но ваши 14 лет, я думаю, что вы говорите розы, правильно? Как сказал Маяковский в данной ситуации. У нас сегодня день Маяковского, видимо. Но война закончится, мы вас победим, россиян. И кто будет брать интервью-то у вас? До сих пор у всех россиян известных интервью брал Гордон. Нужно найти какое-нибудь интересное интервью с кем-нибудь из россиян. Но у Гордона, довоенное, естественно. Но после войны у военных преступников кто интервью будет брать перед смертью? Вот обратятся, придут там к Шойгу, скажут, вы перед смертью что хотите на обед? Он скажет, мне без обеда, но можно я интервью Гордону дам? Ему скажут, нет, Гордону нельзя, Гордон не приедет. Почему? А ему 14 лет дали, он не приедет. Но это будет последнее желание каждого из них. Они же хотят все войти в историю, правильно? Путин, Шойгу, весь этот Собянин. И всех перед повешением они все захотят дать интервью, чтобы хоть как-то войти в историю, объяснить, что они герои и так далее. А кому они будут давать интервью? Не Соловьеву же, правильно? Не Симонян, который будет на той же осине висеть, как она сама признает. Гордону захотят дать, а нет. Вот они недальновидные, когда дают 40. Огромные нашим ведущим журналистам, интервьюерам, мне так кажется. Тем более, знаете, за какую безделицу вообще ему дали? Оказывается, призывал уничтожить российского и белорусского президентов Путина и Лукашенко. Прям вот за это сегодня полмира призывает их уничтожить. Что ж теперь, всем по 14 лет давать? Значит так, представляете, приговор, значит, там 70% жителей Швеции приговариваются, да, к 14 годам, 98% жителей Финляндии приговорены российским военным судом к 14 годам лишения свободы. Не просто они скажут, так как нам надо арестовать всю Финляндию, вот все население Финляндии, потому что они все желают смерти этому самому Путину и Лукашенко, давайте просто камеру построим, такую решетку вокруг всей Финляндии, пусть они там все сидят. Так, типа?
Или, может, весь земной шар, кроме России, правильно? Мы вокруг всего земного шара, кроме России, должны построить такую решетку, потому что все хотят смерти Путина и Лукашенко. Тогда получится как? Нужно просто вокруг России построить решетку, и получится, что с точки зрения россиян все за решеткой, правильно? Смотрим, о, финны за решеткой, о, монголы за решеткой, поляки за решеткой, украинцы за решеткой. Правильно? Это было в книге «Физики шутят», я вспомнил. Такая физическая шутка для ботанов. Ботаны сейчас меня поймут. Я сам был ботаном в школе. Когда как поймать льва при помощи математических методов, да? Строите вокруг себя клетку, а дальше инвертируете пространство относительно клетки. Получается, что как бы вы снаружи, лев внутри. Но это ботанская шутка. Не надо смеяться. Можно не смеяться над ней. Да, что это я про холеру? Про холеру я потому, что вчера вот я поднял впервые эту тему о том, что в российских войсках холера, чума, и поэтому нам русские пропагандисты рассказывают, что у нас будет холера и чума. Оказалось, они еще и в Мариуполе все это устроили. Как вот они пишут, это мариупольский сайт. Мариупольский сайт. Ну, мариупольский в смысле не настоящий, а российский. Причин для паники нет, но будьте осторожны. В мариупольских водоемах обнаружен холероподобный вибрион. В зоне риска река Кальмиус в районе поселка Садки и постмоста, река Кальчик в районе старого здания тубдиспансера, морской пляж в районе судоремонтного завода. Медики настоятельно рекомендуют избегать купания в этих местах. Важно отметить, что холероподобный вибрион не является холерой, а относится к кишечной инфекции. И это, значит, начальник Роспотребнадзора по ДНР в Мариуполе. Говорит. То есть у нас холера, говорит он. И холеру принесли россияне. Не было россиян, не было холеры в Мариуполе. Появились россияне, появилась холера. Я говорил, держитесь от них подальше, как от прокаженных. Товарищи, друзья мои на оккупированных территориях, мариупольцы, украинцы я имею в виду. Встретишь россиянина, переходи на другую сторону дороги. А лучше вообще не уходи на улицу, если там есть россиянин. Они все прокаженные там, те, кто приехал на оккупированные территории. Но это ж кем надо быть, чтобы туда приехать сегодня из России? Ну а в России создают Национальный центр России. Это Путин подписал вчера указ. В Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» на Краснопресненской набережной будет создан экспоцентр достижений России. Как сказала директор выставки «Россия», в центре будет собрано самое лучшее, что создала Российская Федерация. Ну вот я думаю, что мариупольская холера должна быть выставлена просто в главном здании, главном зале выставки достижений России. Ну, что мы точно можем сказать, что Россия точно достигла, она точно принесла холеру в Мариуполь. Другие достижения россиян, если вы знаете, вы мне подскажите, я просто не знаю, что еще туда можно. А что Россия еще сделала за свою долгую 34-летнюю историю? Холеру в Мариуполь принесла, Бахмут снесла, это мы знаем. Жителей Бучи изнасиловала. Что еще Россия создала? Какие еще достижения они собираются представлять в своем вот этом вот? Это Шательман разжигает ненависть к россиянам. Не обращайте внимания. Наоборот, обращайте. Обращайте, подписывайтесь, ставьте лайки. Мне есть за что разжигать ненависть к россиянам. Вот, например, сегодня день, когда будет больше всего отключения электроэнергии, судя по всему. И черный график отключается электроэнергии, и серый график отключается электроэнергии, потому что на улице жара плюс 32 в Киеве, потому что наши атомные станции стоят многие на ремонтных работах. И самые жесткие отключения сегодня, самый жесткий график. Россияне лишили нас электроэнергии, стоит страшная жара. Я думаю, что очень много стариков за эти последние дни умерло от жары и от духоты. Вот я уверен, что в городах Украины умерли 1000 стариков. Их убили россияне. Сегодня, вчера, завтра убьют. Вот этим вот, тем, что лишили нас электроэнергии. С сегодняшнего дня, 1 июля, страна-агрессор, Российская Федерация, на месяц становится председателем Совета Безопасности ООН. Дежурные по этому дряхлому отряду меняются раз в 15 месяцев. Так что это уже второе председательство России после ее нападения на Украину. 15 месяцев назад кто-то еще возмущался. Но сейчас, видимо, все уже привыкли. Это председательство противоречит здравому смыслу. Вы поняли, о чем я говорю, да? Россия председатель Совета Безопасности ООН на ближайший месяц. Вот Венгрия председатель, значит, Евросоюза, Россия председатель Совбез ООН. Противоречит здравому смыслу настолько, что уже почти смешно. Очередное доказательство того, что и сама ООН, ее Совбез, давно уже безнадежно устаревшая система, которую нужно реформировать, если не сносить под корень.
Пока же приходится мириться с этим театром абсурда. На его сцене в июле Россия запланировала несколько представлений. На сцене имеется в виду театр абсурда ООН. В том числе заседание под председательством Лаврова о ближневосточном урегулировании, то есть главный антисемит мира будет заниматься ближневосточным урегулированием, и построению устойчивого миропорядка, справедливого и демократического. Ну, все, как они любят. Когда же мы услышим с этой пыльной сцены? Папа попросил передать вам всем, что театр закрывается. Нас всех тошнит. Уважаемый Невзглен, уважаемые зрители, передаю. Театр НАТО, это ООН, пора закрывать, нас всех тошнит, а канал Шательман должен процветать. Я буду вместо ООН, если вы подпишетесь на канал Шательман, если вы поставите лайк этому видео, и вот 453, спасибо вам большое, тысячи, превратятся в 454.